Приветствую вас на канале Техревизор. Впереди нас ждут 6 лучших автомобильных лампочек в цоколь H4. Отобрал топовые лампы H4 на начало 2025 года, которые берут автовладельцы и не жалуются на частые выходы из строя, слабый свет, спаленную проводку и ослепление встречки. Спойлер, есть и парочка LED-моделей для тех, у кого фары позволяют пользоваться таким граненным камнем автомобильного света. При отборе в рейтинг я смотрел на мощность лампочек, световой поток, который они обеспечивают, цветовую температуру и срок службы, по мнению многих владельцев, которые купили, поставили, пользовались и сделали выводы. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 6-м месте рейтинга у нас лампы Osram Cool Blue Intense. Этот бренд, наверное, знаком каждому, кто хоть раз менял освещение в своем автомобиле. Лампы светят с температурой 5000 кельвинов. Это такой золотой средняк между теплым и холодным светом. Светит бело-голубым, что и выглядит стильно, и в целом дает нормальную видимость в сухую погоду. Но вот в условиях тумана, снега или дождя они не выручают так, как хотелось бы. Все-таки часть белого света поглощается. Однако владельцы таких ламп это знают и все равно ездят без проблем. Так что ничего страшного в этом нет. По крайней мере для регионов, где нет вечной зимы и мрака. По яркости владельцы тоже не жалуются. Osram заявляет световой поток от 1000 до 1650 люмен, а на упаковке даже пишут, что лампы дают в 2 раза больше света по сравнению с обычными, типа плюс 100%. Конечно, не в 2 раза, но разницу заметить можно. Ваши старые лампы точно будут меркнуть на фоне Osram, особенно если они перегорели. По сроку службы отзывы о лампах самые разные. Одни в восторге, другие, мягко говоря, не особо впечатлены. Проще сказать, срок службы этих ламп оставляет желать лучшего. В среднем они служат около года. Конечно, у кого-то лампы живут дольше, у кого-то меньше. Все-таки год – понятие растяжимое. Но если брать усредненного водителя, который проезжает около 15 тысяч км в год, то можно рассчитывать на 12 месяцев эксплуатации. Производители прямо пишут, что срок работы этих ламп 200 часов, что не так много по меркам других вариантов. Поэтому в целом-то и не соврали. На 5-м месте топа – галогеновая MTF Light Aurum. Температура света этих ламп 3000 кельвинов, то есть они горят прям желтым цветом, без намека на холодный белый. Не теплый, а именно желтый. Собственно, вариант для плохих погодных условий. Туман, снег, дождь, сракопад и все такое. Владельцы очень хвалят лампочки в этом плане, мол, белые и рядом не стояли. А если еще у вас хорошие фары, правильно настроены, можно и четкой светотеневой границы добиться. Хотя это и не обязательно. Но правильно отрегулировать фары после замены лампочек или хотя бы проверить, чтобы никого не слепило, это обязательно. Световой поток при этом выдают до 1700 люмен. Не то чтобы какие-то рекордные цифры, но и хватает, чтобы и в обычный сухой день вечером ехать по городу или трассе и видеть ямы, пешеходов, обочину и самокатчиков. По надежности каким-то особенным свойством MTF Light Aurum не обладают. Вот так, почитав множество отзывов, мало где встречаются жалобы на ранние выходы из строя. И то с большой вероятностью это просто не оригинальные лампочки, в которых изначально не заложено ресурса более чем на месяц-два. Ну а если говорить об оригинале, то в целом владельцы говорят, что год точно ездят без проблем. Зачастую и больше. Точные гарантированные часы работы производитель не указывает. Наверное, потому что это далеко не преимущество на фоне конкурентов. Но и нагло в уши не заливают о 1000 часов безукоризненной работы, что в целом хоть как-то оправдывает МТФ. Поэтому что в плане яркости света, что в плане надежности, качестве изготовления и температуры, эти MTF Light Aurum хорошо подойдут для ежедневной езды по городу, трассе, в сухую и плохую погоду. 4-е место занимает Osram LED Driving HL. Переходим к вечному сюру по поводу ослепления и рассмотрим светодиодные лампочки. Сразу говорю, никого ни к чему не призываю. Эти LED-лампы могут и должны использовать только те автовладельцы, чьи фары на это рассчитаны. Какими бы классными, яркими и еще раз классными они не были, пихать LED-лампочки в фары, которые рассчитаны только на галоген, нельзя. Osram даже на своем официальном сайте пишет, что их продукт имеет одобрение европейского стандарта и не разрешен для использования на дорогах общего пользования. Некоторые говорят, что за это и штраф схлопотать можно, так что надеемся на понимание. Собственно, о самих лампочках от Osram.
Внешне они однозначно отличаются от галогеновых. Тут вон и драйверы для охлаждения, и вентиляторы есть. Все-таки температуры у светодиодных посерьезнее. Но главное, что лампочки не перегреваются, не шумят и не горят. На срок службы вообще никто не жалуется. Конечно, если изначально лампочки оригинальные, а не купленные на Озоне по волшебной распродаже за 100 рублей. Устанавливать несложно, такая большая конструкция хорошо помещается, защитная крышка закроется. По освещению железно можно сказать, галоген отдыхает. С этим ничего не поделаешь, так и должно быть. Но пара этих LED-ламп и стоит в 3-4 раза дороже, так что все справедливо. Светят лампочки недурно, белым цветом в 6000 Кельвин и световым потоком 2000 люмен. Такие и в сухую погоду, и в снежную, и в дождливую отлично справляются, показывая дорогу со всеми ее недостатками. На третье место я поставил галогеновые Philips Long Life EcoVision. Эти лампочки зацепили сроком службы. В отзывах только и читаешь о том, как долго они работают. Не то чтобы год-два, а прям 5-7 лет с момента установки светят. Опять же, исключая китайские подделки, купленные на распродаже. Эти ребята всю статистику портят. И еще те, кто устанавливает неправильно. В неподходящий тип фар, грязными руками, не по технологии и так далее. Вообще, Philips заявляет о сроке на 1500 часов работы. И это тот случай, когда как будто бы похоже на правду. Поэтому в первую очередь эти лампочки для тех, кто просто устал каждый год, а то и чаще менять всякие Osram, MTF Light и все остальное. Если у вас осталась хоть какая-то вера в справедливость мира бренного, попробуйте эти Philips'ы. Все равно же нужно на чем-то передвигаться, а общественный транспорт как-то не сильно симпатизирует. Что тут по качеству освещения? Лампы горят желтым цветом температурой 3100 Кельвин и стандартным световым потоком в 1650 люмен. То есть тоже далеко не холодные и не белые, не такие яркие, как светодиодные. Впрочем, то, что нужно для любой погоды. Владельцы отмечают, что как для галогенок, лампочки просто выполняют свою работу. В лиге галогена есть варианты поинтереснее, поярче. О них позже. Эти же светят хорошо, имеют подразмытую светотеневую границу, никого не слепят, особых фар не требуют и устанавливаются легко, без всякого активного охлаждения. Вон сколько плюсов. Так что в целом-то и жаловаться не на что. Служат годами, хорошо освещают любую погоду и стоят адекватных денег за пару. На второе место я поставил еще одни светодиодные лампочки MTF Light Active Night. Они выделяются сроком службы. Ну как, вернее сказать, каким-то космически заявленным сроком службы, в который любой из нас, конечно же, охотно поверит. Тут производитель говорит, что лампочки могут проработать до 35 тысяч часов или 500 тысяч километров. Усмехнувшись, я пропустил этот факт мимо ушей и полез изучать отзывы. Узнать, хватает их на 2 месяца или на полгода. Ну и сейчас не будет никакого опровержения. На деле, по опыту владельцев, эти лампочки ходят и ходят довольно-таки уверенно. Конечно, не 500 000 километров, но на пару-тройку лет их хватает точно. Так что в плане надежности, как бы ни было преувеличено это число в 35 тысяч часов, все равно свое лампочки отрабатывают. Из интересного. Тут пассивное охлаждение. То есть в конструкции не предусмотрены вентиляторы, один лишь радиатор. За счет этого лампочку еще проще установить, потому что элементарно размеры меньше. Ну и со своей задачей охлаждения полностью справляется. Лампы не перегорают, не мигают и не греются до страшных температур. Так что претензий нет, нам такое только на руку. Меньше шума под капотом будет. А по поводу света тут ничего особенного. Лампочки светят на 1750 люмен с холодным цветом температурой 6000 кельвинов. Каких-то проблем в непогоду нет. При правильной настройке никого не слепят и показывают четкую светотеневую границу. Хорошо работают в условиях любой погоды за городом и на бездорожье. Светодиодные же как-никак. Поэтому если фары позволяют, почему бы и не поставить такие LED-лампы от MTF с ярким белым цветом, простой установкой, без излишеств и с долгим сроком службы. На первое место я поставил Osram Night Breaker. Они понравились своей сбалансированностью по всем параметрам. Лампочки яркие, светят с температурой 3900 кельвинов, то есть между желтым и белым цветом, скорее ближе к теплому. Со световым потоком в 1650 люмен получается отличный свет как для сухой, так и для слепой погоды. Владельцы говорят, что и в снег, и в дождь, и в туман лампочки отлично работают. А вообще, как заявляет производитель, Night Breaker дают плюс 200% к свету. И в принципе, многие говорят, что из всех галогенок именно эти как будто бы отдают максимум, на что в принципе способен этот тип ламп.
Да, может авто с ними не выглядит каким-то современным из-за теплого света, но если задача получить максимум от галогена при любых дорожных условиях, то эти Osram определенно одни из тех, которые стоит рассмотреть. Но, конечно, стоят они немного подороже прошлых вариантов. До LED, само собой, им далеко. Но около пары тысяч рублей на конец 2024 года отдать все-таки придется. Греет душу и то, что из множества отзывов не замечено какого-то серьезного количества жалоб на срок службы. Osram не говорят точно, насколько хватит этих лампочек. Понятно, что не на 35 тысяч и не на 200 часов, как в случае с Cool Blue Intense. Но если брать оригинальные лампочки, то на несколько лет их точно хватает. А так, какого-то определенного числа, конечно, никто не скажет. Впрочем, главное, что массовых жалоб нет. Вот и получается, что Osram Nightbreaker отлично показывают себя по времени работы, светят чуть ли не ярче любых других галогенок и отлично подходят для любых дорожных условий. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.